Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина не даст вам покоя? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ух ты, сколько у нас мечевых карт сегодня в раскладе. Ну, смотрите, ребята, я вам скажу, что вы стали, таким хладнокровным, что ли, да, вот скорее не так даже. Вас жизнь сделала более хладнокровным, в чем-то даже более беспощадным, более жестким, более даже в каких-то моментах прагматичным. Опять же, это проигрывается любовный треугольник, который однозначно присутствовал в вашей жизни. У кого-то в очередной раз проиграется, что вы каким-то образом связаны вот с армией, с формой, да, вы можете быть где-то в горячих точках. И я думаю, вы заметили, что очень часто проигрывается, потому что, действительно, я знаю, что ребята меня смотрят, которым сейчас довольно непросто. Вы человек, который в каком-то смысле время от времени может ностальгировать, может жить прошлым. Вот знаете, как будто ни с того ни с сего вас посещают какие-то воспоминания. Вот реально ностальгия о каких-то приятных моментах из прошлого. Напишите, ребят, у кого резонирует, да, вот может быть вы скучаете там по ушедшим родственникам, кто-то скучает по бывшей женщине, вот что бы ни случилось, но вы все равно скучаете, кто-то по детям может скучать, у всех по-разному может проиграться. Я вам скажу, что тот разрыв, который у вас произошел с женщиной, он очень тяжело вам дался. Причем даже здесь была ситуация, когда вы, возможно, даже знали, что между вами уже все пошло наперекосяк. Вы пытались ее оправдать, вы пытались закрывать глаза, вы пытались на что-то не обращать внимания, хотя, в общем-то, все понимали, просто очень сильно любили. Даже сейчас, возможно, кто-то из вас любит. Вы некоторые не отпустили свою женщину. Вы даже сейчас, вот уже будучи как бы в разводе, да, либо же просто вы разошлись, вы даже сейчас большая вероятность, что вы ее ревнуете, понимаете? Здесь такая ситуация, что, знаете, вот даже вы как-то не готовы вступать в новые отношения, потому что вы не отпустили прежнюю женщину свою. Я сейчас говорю, скорее всего, о тех, кто недавно разошелся. Если это был развод там 10-15 лет назад, здесь может быть такая небольшая ностальгия, воспоминания. Конечно же, уже много чего пережили вы без нее, да, вы уже в каком-то смысле привыкли жить. Вы также, смотрите, вы человек, который очень так рациональный, вы никогда не будете совершать поступки необдуманно. Вы всегда, чего бы это ни касалось, вы будете просчитывать на 10 шагов вперед. Вы никогда не будете сорить деньгами, вы не будете там, я не знаю, что-то такое делать, что будет противоречить вашим каким-то, может быть, мировоззрению вашему, воспитанию вашему, да, вы не пойдете за толпой, вы сначала подумаете, а потом уже будете делать. Это, в общем-то, очень даже хорошо, потому что необдуманные поступки, они до добра не доводят. Вы человек очень ранимый, вы настолько переживательный, вы настолько человек, такой, знаете, вот как для мужчины, это очень тонкой душевной натуры. Причем также, ребят, вы заметили, что все чаще нам это показывают сигнификации. Я понимаю, что многие смотрят меня постоянные, да, вот так скажем, клиенты, да, либо же зрители. Но, тем не менее, вот знаете, у меня почему-то вот все больше складывается ощущение, что вы, да, вы сильные, вы взрослые, вы обученные своим горьким опытом, жизнью, да. Но вы, ребят, вот вы такие все ранимые. Знаете, я это вижу и по раскладам, и я это понимаю, просто даже как психолог я это понимаю по вашим комментариям, по вашим таким трогательным историям, за которые я вам очень благодарна. Всегда с удовольствием читаю.
знаете, вот я просто порой диву даюсь. У нас как-то в обществе всегда принято жалеть женщин, да, вот они такие бедные, несчастные, мужчины им изменяют. А здесь вот, да, поскольку у меня, ну так, больше мужской канал, да, я смотрю, сколько у нас, ну, реально несчастных мужчин, которых предали женщины. Мужчин, которые готовы были сорваться и помчаться на другой конец света к женщине, да, настолько вы любили их. Я просто даюсь диву, ребят. Вот как-то грустно так, да, немножко так я отступила от расклада. Ну, вот судя по тому, что я сейчас вижу, некоторые из вас находятся даже сейчас в каком-то депрессивном таком характере, вернее, настроении, да, вот какой-то такой тупиковый вариант вашей жизни, да. Это, знаете, как будто и о вас, и не о вас. Вы порой даже сами можете думать, елки-палки, неужели я до такого дожился, да? Неужели моя жизнь так скатилась, вот, да, что вот такие события происходят? Я говорю о тех, у кого сейчас особо свежие раны, кому сейчас плохо. Хотя у кого это прошло уже, да, вы тоже точно так же переживали, просто вы уже спокойно пережили это и живете как бы дальше. Но вы не менее переживали, чем те, которые сейчас. Обман, обман, обман. Посмотрите, у нас мечи, мечи идут, елки-палки. Мечевой расклад. Много вранья было в вашей жизни, причем вы настолько вот были доверчивы, но были доверчивы до поры до времени. Снова я вам скажу, что жизнь вас научила. Вот теперь вы не будете таким доверчивым, теперь скорее вы будете наоборот. Доверяй, но проверяй. Теперь вы будете очень сильно сомневаться, стоит ли вообще начинать новые отношения. Я думаю, вы видите все, что у нас не выпала ни одна женщина в раскладе, да? О чем это говорит? Что у вас либо же нет женщины, либо же та женщина, с которой вы вроде бы и в отношениях, да, состоите, но она не зацепила абсолютно ваши струны души, что мне ее даже не показывает. Это может быть любовница, это может быть какая-то, ну, я не знаю, одноразовая девочка, да, все что угодно, но это не любимая женщина. То есть она вообще не выпала. Я бы сказала, что вот вы как будто вот, ну, все абсолютно холостяки, да, хотя я понимаю, что есть среди вас и не холостяки. Вот, ну не ёкает, ребят, боитесь вы, даже, знаете, вы боитесь новых отношений, вы боитесь, хорошо, не любите вы слово боитесь, опасаетесь, да, назовем. Очень опасаетесь нового предательства. Как-то грустно, да, вот такая сигнификация. Я уже не помню даже, чтобы такая вот печальная сигнификация была, столько мечевых карт было. Я даже скажу, ребят, вот несмотря на то, что вы многие довольно страстные, сексуальные, вы имеете, ну, довольно неплохую мужскую силу, но я вам скажу, даже те из вас опасаются вступать в отношения. Вы можете даже сейчас проходить какой-то длительный период воздержания. Либо же у вас был длительный период воздержания, потому что, ну, вы не могли вступить в новые отношения, потому что было предательство, потому что было больно и потому что вы, ну, не готовы к новым отношениям. Давайте же посмотрим все-таки, какая же женщина не даст вам покоя. Все-таки появиться-то должна женщина хоть какая-то. Вот знаете, вас вообще привлекают женщины, ну, которые, во-первых, это не серые мышки, да, она должна быть и внешне привлекательная, фигуристая, и это должна быть женщина, ну, такая вот со стержнем, с характером, да, это будет женский, конечно же, характер, не мужичка в юбке, а женщина, которая имеет свою точку зрения, с которой можно поговорить на все темы, с которой можно поспорить, да, я не говорю поконфликтовать и поссориться, это немножко разные вещи. Когда вы можете, знаете, вот каждый свою точку зрения, да, где-то вот вы как-то ищете точки соприкосновения, то есть с которой никогда не соскучишься. Вы никогда не будете серой мышкой, вот что бы вы ни говорили. Вы будете и в дальнейшем обращать внимание на женщин, которые проявляют именно, знаете, вот чисто женские, такие вот даже материнские в чем-то качества. Это и хорошая хозяйка, это забота, нежность, ласка. Я вам скажу, что
Даже в какой-то момент может проиграться, что у многих из вас вот та внешность, которую вы очень цените в женщинах и фигура, она немножко отойдет, ну, либо же уже у кого-то отошла на второй план. Вот именно хозяйка, именно какие-то, вот знаете, человеческие такие качества, доброта. Вот доброта и забота. Это, наверное, будут такие самые-самые первые такие качества, на которые вы будете обращать внимание. Чувство юмора еще может проиграться, да, потому что, ну, как бы веселушка-хохотушка, но она не должна быть легкомысленной, конечно же, да, потому что, ну, сею-вею, это не для серьезных отношений женщина. Но с ней должно быть и весело, и интересно, можно и поприкалываться, подурачиться, можно какие-то моменты перевести в шутку, да, ну, то есть вот такая вот у вас должна быть женщина. Это предпочтение, да, а сейчас я вот хочу все-таки посмотреть, будет ли такая. Смотрите, у нас сразу новая любовь падает. Это будет чуть попозже, это, ребят, не вот-вот, да, опять же, это у всех по-разному проиграется, поскольку общий расклад. Смотрите, это будет женщина, но снова она будет с вами вот, она будет резонировать, у нее даже будут черты характера некоторые, которые есть у вас. Она будет не такая вот белая пушистая, к сожалению, как вам бы хотелось. Эта женщина появится в вашей жизни, во-первых, она как ураган какой-то ворвется, она настолько неожиданно появится, это будет вот такое знакомство, знаете, которое вы абсолютно не будете ожидать. Это какая-то такая история, мы не привязываемся, я специально не буду уточнять, потому что это общий расклад. Где познакомились, как это произошло, ребят, это уже на личный расклад, если кто-то хочет подробности. Но такая вот именно дама с характером. В принципе, вам будет с ней интересно, но она будет, знаете, порой доказывать свое даже, может быть, лидерство, она, может быть, будет доказывать свою правоту. Это женщина, которой вы понравитесь, ну, чуть ли не с первого взгляда. Она будет, знаете, вот, ну, не из скромняжек абсолютно. Поскольку она у нас вышла мечевая королева, да, вот вы мечевой король, она мечевая королева. То есть вы такой вот тандем будете. Эта женщина, вот она, когда влюбляется в мужчину, да, вот такого типажа женщины, она не даст спуску, она не даст вам уйти. Вот, ну реально, ребят, это женщина, которая, она не будет в наглую, конечно, лезть, она не будет вешаться, как некоторые, да, но она будет вас добиваться, вот честно, не добивать, а добиваться. Такая женщина может даже сама, в принципе, подойти. У кого-то может даже проиграться, что она сама подойдет к вам и познакомится. Этот вариант тоже может проиграться, потому что она очень активная, она смелая, она такая, знаете, ну, вот ее называют таких обычно бой-баба, да? Грубовато звучит, мне, конечно, не очень нравится, но именно отражает всю ее такую суть, всю ее природу. Вот именно такие женщины, ну реально, они коня на скаку остановят и в горящую избу войдут. Вот от нее вы не скроетесь. Вот если она запала, то она уже запала. Вот куда бы вы ни бежали. Но я думаю, посылать лесом вы ее не будете, потому что, в принципе, она вам тоже понравится. Вы начнете, знаете, такое довольно активное знакомство у вас будет. Возможно, это будет даже у кого-то с дорогой связано, либо же в дороге, да, но мы не привязываемся, ребят, это возможно. Общий расклад, не забываем. Это женщина, с которой, кстати, у вас может даже проиграться семейная карта, да, вот брак у вас проигрывается. Если вы захотите, кто-то в гражданском браке может с ней жить. Конечно, если вы не будете друг другу чересчур выносить мозг, да, вот доказывая свою правоту, потому что вы именно вот будете две сильные личности, две мечевые карты у нас, то есть вы одинаковые, но вам будет непросто с этой женщиной. Она такая, знаете, вот и гостеприимная, она веселая, но в то же время с характером, еще раз говорю. Кого-то, может быть, это испугает, кто-то скажет, а ничего, я попробую укротить эту тигрицу, львицу, да? Она и в интиме такая будет, ребят, я знаю, вы, может быть, уже за бобиками соскучились, да, давненько я о них не рассказывала.
Бобик будет визжать и лаять от счастья, да, потому что появится такая хозяйка, которая сможет его очень быстро укротить. Эта женщина подымет и мертвого Бобика. Эта женщина умеет себя вести с мужчиной во всех отношениях, да, и в постели, и поговорить, да, вот она умеет подойти с любой стороны, поэтому она нравится. Вот знаете, обычно их называют стервами еще. Но это не в плохом значении. Это то, что она и знает себе цену, она имеет свою точку зрения, и в конце концов действительно с ней не соскучишься. Я думаю, все-таки вы не испугаетесь. Ну вот не испугаетесь, ребят. Нет. Я вам скажу вот что, а постель у вас точно с ней будет очень и очень жаркая. Когда-то, я вам скажу, возможно, у кого-то из вас была похожая женщина, но это было давно-давно, это не бывшая, нет, не сравнивайте с негативом. Это какая-то женщина, возможно, даже с матерью она будет у вас ассоциироваться. Какая-то либо же черта характера, либо же, ну, что-то такое неуловимое будет похоже на кого-то из прошлого, из вашего прошлого. Знаете, она вам расскажет о своей жизни, и вы будете порой диву даваться, как непросто ей приходилось вот выживать в этой жизни, да. То, что она добилась в своей жизни, она добилась сама, без каких-то протеже, без связей, да. Вот именно своей целеустремленностью, своим таким напорством, характером. Скажу сразу, что эта женщина не будет сюсюкаться. Вот она такая, может быть, немножко холодноватая, жестковатая. Вот такого типажа женщины, они показывают свою любовь, чувства исключительно поступками. И это очень важно, ребят. Я уже неоднократно говорила, что именно поступки говорят о настоящем отношении к нам, да? И неважно, кто это, женщина, друзья, коллеги, все абсолютно люди. Вот вы смотрите на поступки людей. Потому что на словах мы все друг друга можем любить, правда? А поступки абсолютно не соответствуют. Поэтому эта женщина, да, она не будет сюсюкать, может быть, да, она будет в чем-то, может быть, ну так, сдержанна, да, но пусть это вас не пугает. Она вам подарит и жаркие ночи, жаркие дни, она подарит веселую, интересную жизнь, конечно же, полную любви. Причем любовь это будет взаимной. У нас сразу выпал туз кубков. Это, знаете, это начало отношений, когда вы оба просто пылаете и горите страстью, любовью, когда эмоции вас переполняют. И это классно, это суперски. Многие из вас, наверное, уже забыли просто, что это такое, когда у тебя бабочки в животе, когда тебя переполняют чувства, эмоции, и ты летаешь на крыльях любви. Ну, немножко там побоксируете, да, купите перчаточки ей, себе, пар собьете и будете жить дальше. Я вам желаю поскорее встретить женщину, которая все-таки подарит вам ту самую любовь, нежность и ласку. И я надеюсь, что как раз эта женщина и будет в вашей жизни. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!